Гадание на июнь для рыб, и эти белые розы тоже для вас. Но прежде давайте выберем карты. За ваше внимание, милые рыбы, поборются сейчас Золотое Таро, крупномасштабные карты, Таро оппозиции, а вы выбираете, посмотрите, какие вам больше нравятся. Гигантские карты Таро Кроули. Венский сецессион не борется за ваше внимание, мы не будем на них гадать, они для другого как-нибудь расскажу. Есть у нас Таро Кошачий глаз, чудесные карты с котиками. На каждой карте какая-то сценка из кошачьей жизни, вот, например. Замечательно. А вы выбираете, думаете, с кем у нас совпадет выбор, тому, значит, отдельное счастье будет. Абсолютная классика Таро Уайта. Всем известные картинки, которые вы, конечно же, 100 раз видели. Есть сверкающие позолотой Таро Висконти. Есть не менее сверкающие Царское Таро. Вот как они называются. Я пока абсолютно теряюсь с выбором, не знаю, что лучше будет для рыб. Очень сильно использованное Марсельское Таро. Каждый день я на них гадаю людям. Повседневный оракул. Тоже немножко карта для другого. Таро Средневековья. Редчайшие или, может быть, даже уникальные карты, но довольно злые. Редко дают хорошие ответы, хорошие предсказания. Обычного формата Таро Кроули, тоже для повседневной носки у меня. Вот маленькая колода, только старшие арканы. Кстати, почему бы и нет, да? Старшие арканы, только старшие арканы. С мультяшными иллюстрациями. Таро, которое авторы назвали классическое, хотя немножко оно не такое. Вот. Испанское Таро, очень ценные карты, ценные во всех смыслах, 100 штук в колоде. Какие же все-таки карты рыбам подойдут больше всего? Вот как вам кажется, как вы чувствуете? Потому что все-таки у рыб какая-то особенная, отдельная энергетика. Таро Марчити очень популярный здесь. Здесь вот в Варне везде, в каждом книжном магазине, в каждой книжной палатке продаются вот такие вот карты, именно Таро Марчити. Есть Таро 78 дверей, они называются, вот эти карты, с обратной стороны ключи нарисованы. Здесь действительно какая-то дверь. На каждой иллюстрации вот здесь вот эта дверь или дверца сейфа открытого. Даже я не буду испытывать ваше терпение и показывать вам все колоды, какие у меня есть. Ну вот, например, есть Таро цветов еще, такие нежные, очень красивые карты. И многие-многие другие. Ну что же, момент истины, какое-то вот откровение должно сейчас снизойти на нас, да? Для рыб давайте мы выберем для рыб. Я думаю, что это будут Таро оппозиций. Вот у меня на них как-то лег глаз, да? Почему бы и нет? Они подходят во всех смыслах нам, потому что рыбы люди двойственные, потому что, ну, такой знак, он же двойной у вас, сдвоенный. Две же рыбы. Хотя многие очень неправильно пишут здесь в комментариях, вы видели, наверное, ну, это неграмотно во всех отношениях. Пишут в комментариях: я рыбка. Я рыбка. Тут неправильно, потому что единственное число недопустимое здесь — рыбы. 2 штуки. Ваш знак такой, из 2 рыб состоит, не из одной. Ну, а про уменьшительно-ласкательные суффиксы в нашей жизни я тем более умолчу. Позвольте, воздержусь. Хотя, может быть, но в другой программе, да, в рубрике «Вопросы и ответы» я расскажу, зачем
И когда люди используют уменьшительно-ласкательные суффиксы, особенно в отношении себя, когда говорят о себе. Вот. Второй позиции, друзья, позвольте вам представить карты, где на каждой иллюстрации прямое значение и перевернуто изображено. Не совсем так, как хотелось бы, не совсем содержательно, вот, но все равно можно догадаться о чем-то, можно иногда заглянуть. Вот так вот они выглядят, карты. Ну, то есть, например, карта «Сила». Сверху вот эта вот прямая картинка, это прямое значение карты. А если мы ее перевернем, здесь, ну, вроде бы все то же самое, но, видите, и девушка не такая добрая, и лев какой-то вдруг тощий оказывается, ну и пейзаж очень даже так себе. Вот, то есть два начала, дуализм нашей жизни карты предусматривают, дуализм Вселенной. Во всем есть такой глубокий философский смысл. А вас я прошу настроиться на гадание. Подумайте о том, что беспокоит вас лично, в работе, в личной жизни, в чем угодно, на самом деле, дома и в семье. И мы начинаем 3 карты на работу. Сначала я достану вам 3 карты. Первая карта вам достается какая? Угу. Ну что же, это отличное начало. Карта императрица, такая крупная, щедрая, старший аркан. Императрица, владычица и хозяйка всего. Карта обещает все и сразу. И карьерный рост в допустимых случаях, и рост зарплаты, потому что это крупная денежная карта, и укрепление статуса неформального авторитета, то есть вас будут больше признавать и уважать коллеги. Это актуально для тех, кто, например, на новой работе или кто планирует поменять работу. Кстати, о новой работе карта действительно может обещать вам новую работу в июне, и будет она вот такая вот, ну, хорошая во всех смыслах, денежная, по статусу. Кстати, эта карта средоточие женских эмоций, женского мира, поэтому она может обещать вам женскую работу. Ну, работа немножко разделяется, да, на женские и мужские, то есть это работа в женском коллективе, работа с какими-то женскими делами, ну, например, это работа косметолога, мне кажется, она очень такая женская, в женском окружении. Вот, и карта советует относиться к происходящему с большим достоинством, очень спокойно, и карта советует быть щедрой ко всем на работе, в эмоциях, в чувствах, в словах, в помощи, в деньгах, может быть, если вы распоряжаетесь чьими-то заработками, если вы начальник, например, какой-то руководитель, карта советует, ну, буквально раздавать, расточать. Вторая карта на работу для рыб – это карта очень уместная, тройка пентаклей. Буквально она так и называется – работа. Мы предполагаем, что вот наш герой, который изображен на карте, именно работает. Работа работается, новая работа вполне возможно, найдется дополнительная даже какая-то. Но самое главное, что на тонком уровне карта обещает именно рабочую реализацию. Она говорит, для многих это радостная новость, что работа будет. Если у вас собственный бизнес, который, скажем, в прежние месяцы по известным причинам застоялся, то здесь появляются клиенты, появляются заказы, работа, понимаете? Это карта само воплощение работы. Это вот вы сидите за вашим рабочим столом, ну или стоите за станком, не знаю, и работаете, и верите, что делаете это не зря. Это тоже очень хорошая новость, потому что на работу, как известно, люди ходят работать, а не за эмоциями, не за приключениями и переживаниями.
Для новой работы это очень хорошая карта. То есть можно на многое рассчитывать. И теперь третья карта тоже расскажет вам про работу. Будут ли здесь какие-то особенные откровения? Четверка мечей. Ну, в общем, как бы неожиданно. Может быть, здесь могла бы лучшая карта вам достаться. Но четверка мечей предполагает какую-то остановку, вынужденный отпуск, вынужденную дистанцию, разлуку с работой. Вообще это карта разлук. А здесь у вас разлука с работой. Она может обозначать что угодно. Какой-то момент остановки, но очень понятный, по объективным, очень объяснимым причинам. Эта остановка и прекратится сама, делать с этим ничего не нужно. Основная задача карты – дать вам совет. Не торопите время во всех своих деловых, бизнес и профессиональных вопросах. Если упретесь в какую-то стену, не торопитесь ее пробивать головой, потому что эта стена вам нужна, вас куда-то обстоятельства просто не пускают. Ну, конечно, самый драматический сценарий, вот я могу увидеть в этих картах, это новая работа, например, которая вот находится для вас и, безусловно, хорошая, вот она тоже здесь работа, но на нее пока нельзя выйти. По понятным причинам, ну, не знаю, производство не началось еще, деятельность компании не началась еще, может быть, директор в долгом отпуске и некому приказ подписать. То есть здесь вы получаете, а здесь вы не теряете, нет. А здесь у вас что-то откладывается. В редких случаях четверка мечей обозначает болезнь. Очень понятную, проходящую, но такую все равно, которая вас не пускает на работу. Поэтому получается что-то вроде больничного для вас. Что-то вроде больничного. И это остановка производственных процессов. Не по вашему выбору, но по вашим обстоятельствам. И не по вашей вине. Хорошее начало, безусловно, многообещающие карты выпадают рыбам. Следующие карты расскажут про деньги. Как состоится ваша финансовая жизнь в это время, доходы, расходы, покупки, продажи, обещания, находки, клады. Первая карта. Пятерка пентаклей. Ну, знаете, как и уместно, и нет. С одной стороны, пентакли – это денежная масть, и любая карта этой масти денежная. Но вот именно пятерка пентаклей часто обозначает, не часто, а так положено, сама по себе обозначает денежный дефицит. Она говорит, что вам будет на что-то не хватать в июне денег. На что? У каждого свои расчеты и как бы свои замашки и требования. Но вполне возможно, что именно с каким-то дефицитом, с истощенностью ресурсов материальных вам придется столкнуться. Не могу сказать, что это самая плохая карта, потому что очень глубокий она, такой тонкий философский смысл несет. Она говорит буквально следующее. Сейчас я попробую сформулировать. Она говорит, что если вам сейчас не хватает денег, и вы этим недовольны, и вы этот дефицит очень остро чувствуете, скорее всего, вы ищете деньги просто не там. То есть вот эта женщина на карте, на пятерке пентаклей здесь, это не просто нищая, которая сидит на паперти и побирается. Здесь ключевое это все-таки изображение церкви за ее спиной. И карта говорит о том, что вы, подобно вот этой вот героине, ищете деньги или стяжаете мнимые богатства там, где они вас как раз не ждут. И проходите мимо, ну, условно говоря, храма, где могли бы найти все, что хотите. То есть, видите, карта-то очень, на самом деле, содержательная. Она может обозначать, что вы
будете бегать и суетиться вокруг каких-то вопросов, кажущихся денежными. Будете переживать о расходах, например, непредвиденных, но мелких, ничтожных в масштабах вашей жизни, понимаете, да? Эта карта описывает определенную слепоту в финансовых вопросах. Я думаю, что вот подобные ошибки мы все допускаем. Ну, а здесь вот это время, как особенно показательно, это особенно показательно будет для вас в этом смысле, понимаете? Но если нужно одно словосочетание, какое-то уверенное, понятное, то это нехватка денег и дефицит – это карта бедности. Следующая карта для рыб – это двойка жезлов. Ну, видите, она описывает старание. Вот наш герой поднимается наверх, хотел сказать, лезет, но это некрасиво. Поднимается наверх, он старается. То есть вы будете ради денег стараться, и карта советует это делать. То есть преодолевать вот какие-то материальные трудности, какую-то запутанность, может быть, в ваших каких-то денежных делах. Июнь потребует от вас определенного напряжения личных сил в деньгах, в финансах. Это и работа, конечно, придется больше побегать, более ответственно работать и подольше задержаться на работе или побольше клиентов взять, побольше каких-то заказов. Это и может быть защита ваших интересов в сделке какой-то или в суде, если вы отстаиваете какие-то свои права. То есть это время стараний в целом. Старания приветствуются, однако чем они увенчаются, закончатся, здесь пока нам карты не говорят. Но мы предполагаем, что, наверное, они не пройдут зря, правда же? И третья карта расскажет вам про деньги. Это будет королева мечей. Ну, вроде бы злодейка и соперница. Да, действительно, королева мечей описывает тяжелые или напряженные эмоциональные ситуации, здесь связанные с деньгами для вас. Буквально переживание о деньгах. Это вряд ли открытый конфликт, но это все-таки, знаете, такой момент истины, когда нужно прозреть, например, как о том, что нынешний бизнес, например, не принесет прибыли, надо с ним что-то решать, нужно его закрыть. Или что на этой работе вам не повысят зарплату, опять же, нужно искать какие-то дополнительные источники. Переживательная карта. По ней приходят и люди, которые заставляют волноваться о деньгах. Ну, например, провоцируют вас на ненужные, непредвиденные крупные расходы. По ней приходят просто тревожные новости, касающиеся денег. И вам опять же приходится искать выходы из самых затруднительных денежных положений и состояний. Причем, знаете, вот эта вот троица карт совсем не обязательно говорит, что денег у рыб будет мало или что уменьшится дохода. Нет. Здесь подход более настроенческий такой, субъективный. Здесь речь идет о ваших оценках. Вам мало, но вам покажется, что мало. Вы переживаете, но потому что вы выбираете переживать. А может быть, ситуация абсолютно того не стоит. И, естественно, королева мечей – это фигурная карта, и она может описывать женщину, которая самым непристойным образом вмешивается в ваши денежные дела, явно не желает вам добра, завидует, может быть, ну и вообще провоцирует для вас вот, там, нехватку денег или вообще проблемы какие-то с деньгами, со сделками, с зарплатами, с премиями. В конце концов, эта женщина может быть и ваша начальница, правда, которая вдруг разозлилась и в июне решила полпремии у вас обрезать.
Да? Это может быть и главный бухгалтер вашей компании, которая никак не соберется начислить вам положенные какие-то долги по зарплате. Скажу, не самые спокойные, не самые лучшие денежные карты вам выпали, но зато как много советов, да? Понятно, что делать. Это самое главное. Следующая тема гадания – это, безусловно, любовь. Июнь – романтическое время, потому что очень много цветов. Да? Это время роз и пионов. Охапки я по старой памяти вспоминаю детство, свою юность. Я всегда июнь ассоциирую только с розами и пионами. Вот охапки вот этих вот цветов, которые везде, где ни попадя, растут и продаются. Долгие ночи, в некоторых местах белые. Это все июнь. И это романтично, это, безусловно, располагает к прогулкам, признаниям, обещаниям. Ну, посмотрим, что же карты Таро оппозиций пообещают рыбам в июне в любви. Первая карта про любовь. Двойка мечей. Двойка мечей. Ну, здесь, наверное, художник постарался или даже перестарался. Такой взял цветовую гамму пессимистичную. Да? На самом деле эта карта не такая плохая. Двойка мечей скорее описывает вам выбор. Это неплохо. У вас будет выбор в любви, выбор в любовных, в романтических отношениях. Если речь идет о новом знакомстве, то выбор, ну, понятен, да, соглашаться или не соглашаться, принимать чьи-то ухаживания или нет. Если это длящаяся история, то тоже выбор. Относительно мы понимаем, продолжать или не продолжать отношения. Это такое взвешивание, местами мучительное. Выбор тяжелый по разным причинам, потому что, знаете, почему всегда нам трудно выбирать что-либо? Это потому, что, выбирая одно, мы неизбежно отказываемся от другого, от других вариантов. Но мудрые люди умудряются совмещать. Поэтому этот выбор может быть очень-очень даже надуманным и напрасным. Но он мучительный, он трудный, он сложный. Если вы в благополучных отношениях, например, находитесь в браке, то двойка мечей может обозначать очень такой, знаете, неявный, сокрытый, глубоко закопанный конфликт, какое-то противостояние в паре, в котором вы решаете, как вам себя повести, как ответить, обидеться или не обидеться на какую-то шутку или на какой-то проступок мужа. В любом случае, наш герой один на карте, это всегда важно. Наш герой явно думает, поза его статичная, он не бежит и даже не идет, сидит. Это такое время размышлений. Вот. Отчасти, конечно, двойка мечей говорит, что вам в любви, в любовных делах придется от кого-то или от чего-то защищаться, от чьего-то вмешательства или от чьего-то мнения. Знаете, подруги вам говорят: нет, это не тот, это не он, не связывайся с ним, уходи. А вам надо не послушать, вам надо вот так вот завязать глаза и уши и слушать только свою интуицию, слушать свое сердце и принимать решения, естественно, самостоятельно. То есть это основной совет двойки мечей. Никого не слушать, кроме себя. Запомнили? Вот в любви это основополагающий принцип будет у вас в июне. Никого не слушайте, кроме себя. Не давайте никому вас уговорить. Вторая карта. Ну, тут больше задуматься, да? Повод, чем возрадоваться. Вторая карта про любовь. Рыбам расскажет. Какая это карта? Ну, вот она хорошая. Это восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов — карта везения. И именно по ней, именно с этой картой в вашу жизнь приходят новые романтические встречи и знакомства. Часто в каких-то вот других колодах именно на восьмерке жезлов изображают колчан со стрелами.
И это стрелы Купидона в этой теме. По 8 жезлов люди быстро, случайно и страстно влюбляются. К сожалению, карты масти редко описывают что-то долгосрочное. Поэтому да, может быть короткая влюбленность для вас, но яркая, незабываемая. Ловите удачу, ловите шансы, старайтесь нравиться себе и окружающим. Карта действительно впечатляет. А в целом для тех, кто уже сделал свой романтический выбор, 8 жезлов – это удача. Удача нужна везде, в любви не меньше она нужна. Это набор случайных, но очень-очень удачных для вашей пары, для вашего брака, для ваших отношений ситуаций. Понимаете, вот все из категории «повезло». Это и понимание, как вам повезло с любимым человеком, с тем, кто рядом с вами. Это и для вас возможность оказаться в нужное время, в нужном месте. В целом очень острые, такие страстные, любовные переживания, можно сказать, любовные сцены. Случайное свидание. Для тех, кто, например, в ссоре или в разлуке с любимым человеком находится, 8 жезлов обещает случайное свидание, представьте. В таком месте и в такое время, когда вы совсем его не ожидали. Поэтому положитесь на случай, положитесь на судьбу в любовных вопросах. Судьба и время работают на вас. И 3-я карта. 9 жезлов. Видите, масть продолжается. А 9 жезлов буквально называется карта личной силы. Она говорит, опять же, о том, что любовные истории, любовные отношения будут как возникать, так и развиваться очень-очень быстро. Потому что будет какой-то двигатель, потому что будет чье-то желание, чья-то страсть, потому что будут чьи-то силы для того, чтобы продвигать эту историю, как-то воплощать, делать ее красочнее и сильнее. И тут уже, наверное, вопрос выбора для вас, станете ли вы этим человеком, да, который питает отношения и двигает вперед, или вы положитесь на партнера в этом отношении. Карты, видите, дают очевидные какие-то советы. Очень потребуется осознание себя, очень потребуется осознание своих как желаний, так и возможностей. 2 мечей здесь ведь еще говорит о том, что вряд ли вам кто-то поможет, вряд ли кто-то проникнется, поэтому не нужно жаловаться, не нужно рассчитывать на помощь или поддержку людей, близких или не очень в этой истории. Здесь очень много по этой карте ложится именно на ваши плечи. Если вы запутались в любовных отношениях, то под вашу ответственность разобраться, почему так произошло. И все идет под вашу ответственность, как бы спасти, может быть, любовную историю, которая на грани краха, на грани вымирания, да, как динозавры. Вот. И с похожим настроением 9 жезлов к вам приходит. Видите, здесь тоже человек очень в таком воинственном настроении и готов многое сделать. В целом же, хороший прогноз этот потому, что получается, что в ваших руках очень многое, понимаете, вы можете прям, да не много, а буквально все, отчасти в руках неба, вселенной удачи, а все остальное исключительно в ваших руках. То есть вы прямо вот можете и организовать себе свою личную жизнь, и как-то поменять в лучшую сторону отношения, которые есть. И можете вообще управлять мыслями и поведением партнера. Но это все-таки уже идут манипуляции, об этом мы говорим в других программах, в моих программах в рубрике «Вопросы и ответы». Да? Вот. И
вы должны и можете много сделать в любви. Вот что я в целом вам скажу. Рассчитывайте на удачу при этом. И теперь для рыб же домашние дела, ваши родственники, место жительства, квартира, дом, недвижимость и хлопоты об этом. Быт, приватная жизнь ваша. Первая карта. Тройка мечей. Тройка мечей, знаете, это такая мелкая карта, которая всегда приходит как совет. Все печали ваши домашние, там всякие близкородственные, семейные, оставляйте не на будущее, оставляйте в прошлом. Эта карта называется «Старая печаль». И буквально она описывает вам какое-то расстройство из-за прошлых дел. Это как, знаете, круги на воде, как какие-то блики, как эхо от прошлых неудач. Это может быть ссоры с родными, ссоры бывшие, прошедшие, которые давно пора забыть, давно уже пора всех простить и объяснить поведение любого. Но, видимо, это не получается. По тройке мечей возвращаются печали. Вот какие-то поводы порастраиваться, чуть-чуть, самую малость, из прошлого, почти уже забытые. Ну вот вы отряхнули руки и сказали: так, все, я об этом не думаю. И причем здесь мы же рассматриваем и быт тоже, да, если, скажем, прежде вас сильно беспокоили, там, ну, я не знаю, водопроводные трубы текли условно, да, и вот вы вызывали долго мастеров, конечно, первый не справился, потом вы вызывали второго, третьего, и вот вы, наконец, кое-как с этой проблемой разобрались, на 2 месяца об этом забыли, в июне это может снова вернуться и о себе напомнить. Точно такие же протечки, как в трубах, бывают же и в семейных отношениях, в отношениях между людьми. Поэтому если вы имели конфликты, потом помирились с близкими, то вполне возможно, что опять 25 вы скажете, понимаете? Опять что-то такое возвращается. Не ужасная карта, но главное, что совет такой. Не печальтесь, не страдайте, вы должны были печалиться об этом когда-то давно, в прошлом. Были другие времена. А теперь это напрасно. Это бессмысленно. Теперь уже ни ко времени ничего не исправить. Вторая карта на дом, на семью для рыб. Это карта повешенной. Она обозначает ответственность и жертвы. Ну, понятно, что наша домашняя семейная жизнь – это всегда ответственность. Здесь, раз уж карта появляется, получается, что этой ответственности больше становится. Или она вас, ответственность такая же, но она вас больше тяготит. Понимаете? Повешенный – это ограничение свободы, когда вы не можете легко распоряжаться, как хотели бы, местом жительства или там, ну не знаю, судьбой своей старой мебели. То есть это такие сдерживающие обстоятельства, очень хорошие сами по себе, благоприятные, но они вам не дают вдохнуть, не дают вам сделать что-то по-своему. Вот. Карта повешенной может в буквальном смысле привязывать вас к дому. И тогда вы не можете, например, надолго уехать. Да хоть на 3 дня в соседний санаторий, потому что почему-то, да из-за тех же вот труб, про которые я прежде говорила, вы должны сидеть дома. То есть вы как привязаны к домашним обязанностям. Это карта, это как время, когда вы как будто бы отдаете долги. Как будто вы прежде вот задолжали ближним внимание, время свое, деньги там, а тут эти долги отдаете. Мы всегда это делаем, но именно с картой повешенной вы это сильно замечаете и чувствуете, потому что неизбежно одно из настроений карты – это желание скинуть эту ответственность. Вот это делать ни в коем случае не нужно. Да? Делайте то, что делай, что должен, карта говорит. Совет такой: делай, что должен. Даже если покажется, что дома и семья слишком много у вас
уносят сил и времени. Избавиться и прекратить нельзя. Если сейчас бросите, позже будет хуже. Забота о детях так иногда могут выглядеть, особенно о выросших детях, за которых почему-то все равно приходится до сих пор все решать, куда им поступать, чем за это платить и так далее. Вот. И третья карта на дом и семью рыбам достается. Какая? Карта звезда. Ну, буквально в прикладном смысле карта звезда обозначает... Карта звезда обозначает мечту. Мечта. Вот есть у вас мечта, связанная с домом. У всех есть мечта, связанная с домом. Да? Это как минимум, не знаю, поменять дом на больший или на лучший, или переехать куда-то в место потеплее или посолнечнее. В данном случае ваша мечта как-то к вам приближается. У кого-то родится новое, то есть становится более осязаемой. Например, да, вы понимаете, что ага, пришло время уже очень обоснованно мечтать о новой квартире, а у кого-то эта мечта буквально исполняется. Почему-то исполнение мечты соседствует с несвободой, с какими-то обременениями, но, наверное, так и должно быть, да? То есть мечта это что-то крупное и требует затрат определенных, затрат энергии, чтобы ее воплотить. Довольно тоже, знаете, карта про настроение. Во всех трех случаях это тройка мечей, это карта повешенная и карта звезда, да, два старших аркана здесь есть. Очень большое значение имеет именно ваш настрой. Событийного ряда, вот такого конкретного, четкого, карта ведь здесь не описывает. Здесь у каждого абсолютно все свое. А для кого-то вот эти обременения, ответственность, это обременение бюджетное, безусловно. Для кого-то это деньги, то есть вот эта несвобода происходит из-за каких-то трат, крупных вложений, которые на семью требуются. А для кого-то карты чисто эмоциональные. И тогда это не свобода, это может быть невозможность выразить свои чувства, причем как хорошие, так и плохие, к своим близким родственникам. Но все равно дом, семья явно тема важная будет, потому что карты крупные. И из другой колоды карт, тоже Таро, наверное, да? Или нет? Ну да, пусть будет. Я достану одну карту, пусть будут вот эти карты, царское Таро. Я достану одну карту, чтобы она дала нам совет. Карта совет рыбам на июнь. Или общая тема, общее предсказание. Посмотрим. Вам попадает карта здесь. Король жезлов. Король жезлов двоякий смысл может вот так вот, как обособленная карта иметь. С одной стороны, карта фигурная, а до этого у нас как-то особо здесь фигурные карты ведь не появлялись, да? То есть мы про людей мало говорили. Ну вот там мелькала какая-то пиковая дама у вас. Вот. С одной стороны, король жезлов – это мужчина, какой-то мужской персонаж, мужчина деятельный, активный, возможно, огненной масти, на которого вам стоит сейчас обратить внимание. Романтический ли это партнер? Не знаю, мне кажется, меньше всего. Скорее, это мужчина, который может помочь или знает, как решить какие-то ваши проблемы, знает, как вам помочь. Человек, который готов за вас похлопотать, пригласить вас на новую работу, например, выполнить, в конце концов, за вас вашу работу, если вы захотите там сбежать пораньше или несколько дней отдохнуть. Король жезлов говорит, что все, с чем вы не справитесь сами в это время, может сделать за вас хотя бы в части другой человек, который с удовольствием за это
за этот проект возьмется. А с другой стороны, если мы не рассматриваем карту как фигурную, вот такие крупные жезлы описывают продолжение разных ваших крупных, но прежде отложенных начинаний. Это возрождение ремонта, от которого вы отказались 3 месяца назад. Это, может быть, вы возрождаете поиск работы, который тоже почему-то у вас прекратился, не знаю, там поиск покупателя на квартиру, да или в конце концов поиск любви, да, поиск любви, как это звучит выразительно. Но в любом случае карта эта очень воодушевляющая. Она описывает приход новых сил и нового энтузиазма к вам. А что может быть лучше? И как совет, да, она советует все продолжать, стремиться возрождать прежде отложенное. Видимо, для этого пришло время. Ну что же, дорогие рыбы, я рада, что вам достались, может быть, не самые простые, но все-таки очень выразительные и полезные карты. И я надеюсь, что мы с вами много раз еще увидимся.